Мы идем по частному сектору в направлении перекрестка, где только что отработали танки. Это нормальная картина в сирийской армии. Офицер помогает рядовому переносить груз. Бочка нужна для создания баррикады на перекрестке, чтобы обезопасить подход подкреплений к штурмовым отрядам. Этот танк сейчас разбивает позиции боевиков, не сближаясь с противником. Огонь корректируется пехотинцем. Все эти проходы были сделаны боевиками, чтобы перемещаться от позиции к позиции, не выходя наружу. Сейчас все заняты закреплением на позициях. Угрозу нам здесь представляют минометы и мощные самодельные орудия, бьющие снарядами массой до 300 килограмм. Танкисты снова отправляются на выполнение боевого задания. Я направляюсь за офицером на корректировку удара акации. До этой высотки сейчас 180 метров. Оттуда может быть нанесен удар из гранатомета или другого противотанкового орудия. Мы ходили вперед, чтобы офицер сам оценил обстановку и принял решение, как работать в самоходке. Важно бить так, чтобы не задеть своих, а эффективность огня была высокой. Красный дом там есть, по нему и надо отработать. Давай быстрее, выдвигайся и бей. Первый выстрел в частный сектор, примыкающий вплотную к высотке. Там у боевиков коммуникации с занимаемым зданием. К тому же это удобная позиция для гранатометчика, чтобы ударить танк в боковую проекцию при повороте вправо. А мы снова готовимся к тому, чтобы доставить букет акации в стан боевиков. Видишь тот дом? Да, оттуда стреляли. Бей по ним. Выйдя к перекрестку, танкисты бьют в дом за ним. Солдаты находятся в доме слева, а через дорогу боевики. Видишь тот дом? Да, оттуда стреляли. Бей по ним. Огонь.
Акация бьет по боевикам, оглушая нас. Это очень громко. Первый танк разбивает позиции в доме напротив. Второй экипаж контролирует высотку, чтобы оттуда не был нанесен удар по работающему танку. Сейчас танкисты разбивают позиции боевиков и прикрывают бросок пехоты. Выполнив поставленную задачу, танкисты отходят. С автодороги БМП-2 расстреливает высотный дом для предотвращения обстрела танков из этого здания. Сейчас пехотинцы постепенно движутся к высотке, разминируя здание и закрепляясь. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов. Анна Ньюс, Дамаск, Сирия.